Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Отдельный привет хочу передать спонсорам моего канала, а также донатам группы ВКонтакте. Мне очень приятно, что вы поддерживаете мое творчество. Итак, в этом видео я вам хочу представить третью заключительную часть видео МК «Как связать красивую, теплую детскую безрукавочку спицами». Напоминаю, что это очень подробное видео МК, в котором я рассказываю буквально и показываю каждый шаг, как я ее выполняла. У меня еще вышло две первые части данного видео МК. Кто не видел, то я обязательно оставлю ссылки в описании к данному видео. Также в конце этого видео я оставлю фото других своих работ. На все эти работы вы сможете также найти видео МК у меня на канале. Так что подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Итак, начинаем. Итак, начинаем сборку. То есть я взяла, получается, вот это у меня спинка, ориентируемся по вырезу, по горловине. Здесь этот вырез чуть-чуть поменьше. И получается вот это у меня передняя часть. Первое, что необходимо будет сделать, это сшить одно плечо. При этом пусть вас не смущает, что у меня получается спинка чуть-чуть получилась, чуть-чуть буквально шире, чем передняя часть. То есть просто-напросто при пришивании я переднюю часть эту немножечко вот таким вот образом подтяну и соединю вот этих вот два края. То есть поэтому прошиваем вот здесь, вот делаем шовчик, как вам удобно, или просто иголочкой вы прошиваете. Я буду прошивать на швейной машинке это все. И после того, как я прошью это плечо, необходимо будет аккуратненько распарить вот этот вот шовчик, опять же аккуратно, без фанатизма, просто обдавая паром. Итак, вот получается, я шила уже одно плечо, вот таким вот образом у меня все выглядит. С изнаночной стороны я распарила плечо, вот именно шовчик, и убрала ниточки, которые были. Не забываем, что если вы будете на машинке вдруг прострачивать вот это, делать шов, то, конечно же, вот эти вот ниточки нужно или закреплять, или потом завязывать, чтобы у вас не пошло распускаться потом полотно. И следующее, что необходимо будет сделать, это приметать вот эту вот планочку именно, которую я говорила, необходимо приметывать для горловины. Предварительно, перед тем, как ее именно приметать, я как бы таким вот образом приложу ее, сориентируюсь по длине, какая она у меня примерно идет, и насколько мне ее необходимо будет подтягивать в процессе пришивание. Как оказалось, как вы видите, я ее вот буквально первый раз сейчас приложила, и получается у меня, что она вот вышла такая же по размеру, вот как и вырез у меня идет спереди, сзади. Чуть-чуть вот буквально в процессе приметывания совсем капелюшку я буду вот так вот подтягивать для того, чтобы ее приметать. Итак, вот получается. С этой части я ее начну приметывать, прикладываем. Я рекомендую все-таки потратить свое время и приметать вот эту планочку перед тем, как ее пришивать, потому что если вы решите сэкономить пару минут своего времени и начнете сразу пришивать эту планку, есть очень-очень большая вероятность того, что вы ее можете потом пришить не очень ровно. Поэтому я перед тем, как ее уже окончательно пришивать, я приметываю. То есть вот беру иголочку и вот таким вот образом за часть, которая у меня идет вот связана дополнительной нитью, я, получается, приметываю. При этом, смотрите, обязательно необходимо учитывать тот факт, чтобы вот это вот коричневое полотно, оно как бы шло внахлёст с основным полотном, чтобы когда вы потом будете пришивать вот за вот эти крайние петельки, чтобы вы прихватывали, получается, и эту планочку, и вот основное вот это вот полотно. Поэтому здесь вот зазорчик вот такой вот получается. И по такому принципу, обязательно проверяя, чтобы у вас все было прошито. Вот так вот. Я приметываю эту планочку до конца, получается. Вот так вот получается.
Итак, я приметала уже полностью горловину. Таким вот образом она у меня выглядит. И следующее, что я буду делать, это уже непосредственно ее пришивать. Для этого, опять же, берем иголочку. Вот ниточку, которую я вам говорила, что ее лучше оставить, не отрезать. Но если же вы все-таки отрезали эту ниточку, значит, соответственно, вдеваете новую ниточку в иголочку и начинаем пришивать вот эту вот планочку. То есть смотрим, где у нас вот крайние эти петельки. Не очень хорошо видно, конечно, на темном цвете, но поэтому я и сказала, что вот эту вот дополнительную нужно нить брать контрастного цвета. И начинаем прошивать, пришивать, вернее, вот эту вот планочку на горловину. То есть вот так вот с самого начала. Это нужно делать аккуратно, очень внимательно, чтобы у вас так не получилось, что вы пропустили какую-то петельку. То есть вот вперед иголку швом, вот так вот прошиваем по крайним вот этим вот петлям. Вот таким вот образом у меня идет стежок. При этом при пришивании я вторым пальцем вот этим вот контролирую, чтобы я прихватывала точно так же и основное полотно. То есть это обязательно необходимо делать, чтобы так не получилось, что вы, предположим, прошили только верхнюю часть, нижнюю вы не прихватили. То есть у вас должна прошиваться полностью все. Таким вот образом. Итак, я буду прошивать до конца, получается, вот этой вот планочки. По принципу, как вам и показала. То есть вот видите, у меня получается вот такой вот стежок здесь. Итак, я уже пришила полностью горловину. Выглядит все вот таким вот образом. Вот у меня идет вот эта вот строчечка по крайним петлям. После того, как вы прошили ниточку, я пока ее не стала сразу обрывать, потому что нужно будет посмотреть, что все в конце ряда прошилось, чтобы все было хорошо. Обязательно перед распусканием ниточки просмотрите обратную сторону. То есть у вас получается, что вы должны видеть, что вы везде абсолютно прихватили основную вот эту вот часть. То есть вот у вас везде должно вот это вот все прихвачено быть, чтобы нигде не было пропусков. То есть после того, как вы проверили, что у вас все хорошо прошито, следующее, что я буду делать, это распускать, получается, вот эту дополнительную нить. Но перед этим, конечно же, нужно убрать вот наметочную нить, я вам забыла сказать. То есть то, что вначале убираем наметочную ниточку, а после того, как вы уже убрали наметочную вот эту вот нить, уже только после этого начинаем распускать непосредственно вот эту дополнительную нить. Так вот, я ее вытащила. Теперь все распускаем. Вот я, получается, распустила до последнего ряда. И самое главное, очень аккуратно распускать последний ряд, потому что в процессе пришивания вполне может произойти такая ситуация, что можно прихватить вот эту вот дополнительную нить. То есть это вполне может произойти. Поэтому дергать сильно не надо. Просматриваем, чтобы все петельки были прошиты, чтобы ничего не было пропущено. Вот видите, прихватила дополнительную нить. Дергать в такой ситуации не нужно. Нужно взять ножнички и просто разрезать. Потому что если вы дернете, то вы испортите. Вот дальше. Вот. Распускаем. Вот еще, получается, прихватила. Поэтому распускаем очень аккуратненько. Вот. Подрезая все вот эти вот моменты. Вот.
дальше все хорошо идет. Угу. То есть это обычное явление. Если вы там что-то прихватили при пришивании, здесь ничего страшного нет. Самое главное аккуратненько распускать потом. Вот так вот. После того, как распустили, смотрим обязательно начало ряда, где вы пришивали, потому что здесь можно пропустить что-то. Здесь все просмотрели. И обязательно точно так же проверяем конец ряда. То есть тут должны быть прошиты все хорошо петли. Закрепляем таким вот образом. Прошиваем краешек. Вот. Все, теперь здесь все прошито. После этого я уже непосредственно закреплю вот эту вот ниточку и уберу иголку. И следующее, что мне необходимо будет сделать, что я сделаю, это сошью второе плечо. То есть теперь получается мы уже берем также лицо к лицу. И прошивать я буду от начала планочки, то есть вот отсюда я буду делать прошивание, и получается точно так же до конца плеча. Здесь я прошиваю, и потом обязательно необходимо аккуратненько прогладить этот участок. Итак, я сшила второе плечо. Вот таким вот образом оно у меня получилось. Конечно же, не забываем, что после того, как вы сшили, необходимо это плечо распарить, шовчик. Вот я его распарила. И на этой половинке я уже пришила вот здесь вот планочку, которая будет у меня идти по линии проймы. Вот таким вот образом у меня все выглядит. В принципе, я работаю точно так же, как я вам показывала именно на горловине, но покажу еще более дополнительно, как я это делала. Так, на второй части я вам покажу, каким образом я делала приметку. То есть для этого я вот таким вот образом сложила напополам планочку. Вот у меня получается половинка. И буду приметывать вот эту половинку именно от плеча. То есть вот половинку этой планки я прикладываю к плечу, то есть к шву плеча, так, чтобы у меня пошел нахлест небольшой. И от этой половинки я начинаю работать и делать приметочку. Приметывать эту планку. Как вы видите, планочка, она хорошо как раз подходит по размеру. То есть вот так вот она лежит, то есть ее не надо там не вытягивать особо ничего. То есть размер хорошо подходит. То есть вот по такому принципу я ее буду, эту планку приметывать. Получается вот до сюда я ее приметаю. Вот до сюда. Итак, вот я до конца приметала планочку вот с одной стороны, получается. И теперь мне осталось приметать планочку с другой стороны. Но начинаю я ее приметывать вот от начала вывязывания линии проймы. То есть точно так же прикладываю, чтобы у меня шел нахлест. Берете иголочку и вот таким вот образом я приметываю. Если вы будете приметывать планочку по такому принципу, я думаю, что она у вас должна получиться ровненькой, без какого-либо перекоса. То есть я, соответственно, здесь дометываю до плеча, после чего я буду ее пришивать, эту планочку, по принципу, как вам показывала, с горловиной. То есть тут абсолютно ничего не поменялось, поэтому дополнительно это показывать я не вижу смысла, что это нужно делать. То есть вот у меня эта планка приметана сейчас. И спокойненько теперь ее можно пришивать, так как знаешь, что она будет ровненькая, эта планка. Конечно, после того, как вы ее пришьете, необходимо распустить эту дополнительную нить. И после того, как вы уже, получается, пришьете вот эту вот вторую планочку, следующее, что я буду делать, это пришивать термонаклейку.
То есть вы, возможно, не будете вообще термонаклейку эту пришивать, это на ваше усмотрение. Смотрите, как вам больше нравится. Ее можно расположить сбоку, можно расположить посреди вот этой вот безрукавочки. То есть это уже кому что нравится. Значит, это у меня термонаклейка, но так как это трикотажное полотно, то не получится ее прям так основательно приклеить, эту термонаклеечку, так как при этом можно сильно расплющить это полотно. Поэтому каким образом я буду делать это? Я ее или приметаю, или совсем чуть-чуть как бы вот так вот приклею утюгом, совсем чуть-чуть, чтобы она просто вот села на свое место, эта термонаклеечка. А потом я ее пришью на машинке вокруг. Или же, если у вас нет машинки, то вы, соответственно, дополнительно можете вручную иголочкой пришить вот эту термонаклейку. Это, конечно, лучше сделать, потому что, как я уже и сказала, термонаклейки обычно держатся хорошо на ХБ тканях, но не на вязаном полотне. То есть, если вы ее не прикрепите дополнительно, эту термонаклеечку, то есть большая вероятность того, что она потом у вас в процессе стирки или в процессе носки может начать отходить по углам. Итак, все это я сделаю уже за кадром, то есть пришью планочку, доделаю, пришью термонаклеечку, покажу вам, что дальше я буду делать. Итак, я уже практически доделала данную безрукавочку, пришила планку по принципу, как вам показывала, после чего приметала термонаклеечку и пришила ее также на швейной машинке. И после того, как я уже все это сделала, единственное, что мне осталось, это сшить бока у этой безрукавочки. То есть точно так же прикладываем лицо к лицу с изнаночной стороны. Вот у меня шовчик получается. И прошиваем с одной стороны, получается, и с другой, соответственно, прошиваем. После чего я распарила боковые также швы. Это необходимо сделать для того, чтобы изделие у вас было более аккуратным. И теперь единственное, что мне осталось, это, конечно же, убрать абсолютно все ниточки, потому что изделие должно быть аккуратным и красивым не только снаружи, но и изнутри. То есть я уберу все ниточки торчащие. Делаю я это с помощью крючочка обычно. И после того, как у меня уже все, можно сказать, будет сделано, единственное, что мне останется, это постирать данную безрукавочку. То есть перед этим я сделаю еще замеры окончательные безрукавки и посмотрю, подтянется она у меня или нет. И это вам еще расскажу дополнительно. Итак, я уже доделала полностью безрукавочку. Получилась она у меня вот таким вот образом. Я убрала все ниточки, чтобы она была аккуратненькая, не только снаружи, но и изнутри. И постирала. Стирать обязательно тоже аккуратно необходимо. Я обычно стираю все-таки вручную при комнатной температуре в воде. Что я могу сказать? После стирки данная безрукавка практически у меня не подтянулась. По крайней мере, я не могу сказать, что она прям очень и очень сильно вытянулась. Длина около где-то 42,5 сантиметра получается. Длина вместе с обвязкой по линии проймы я вот так вот сделаю, где-то 29 сантиметров у меня. До линии вывязывания горловины у меня получилось 33 сантиметра безрукавочка. Ширина где-то около 38 сантиметров, то есть, напомню, она была в районе 40 сантиметров, но, естественно, учитываются здесь боковые швы, то, что немножко ушло в эти швы. В целом, мне понравился данный вариант, безрукавка получилась интересная. Детская термонаклеечка освежает немножко эту безрукавку. По весу она у меня получилась в районе 200 грамм. От основной пряжи у меня остался моточек в 50 грамм. И вот дополнительную нить, которую я брала, вязала в 2 ниточки, у меня остались вот такие моточки. То есть получается, что на основное полотно у меня ушло где-то чуть больше 150 грамм, где-то 150-160 грамм. И где-то в районе 40 грамм у меня ушло на обвязку, то есть на резиночку дополнительной нити. Если вы вдруг будете работать с одной нити, то есть без вот
именно обвязывание более темный цвет резиночкой, то вполне возможно, что вы уложитесь как раз ровно в 2 мотка пряжи, если вы будете брать именно вот такую вот пряжу. Итак, я очень надеюсь, что данный МК для вас был интересным, полезным. Кому понравилось данное видео, обязательно ставим лайк. Также в конце этого видео я оставлю фото других своих работ, на которые вы сможете найти МК у меня на YouTube-канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Ссылочку я обязательно оставлю в описании к данному видео. В данной группе я также выкладываю много разной интересной информации. И также донатом этой группы доступны к бесплатному просмотру мои платные видео МК. Так что заходите, смотрите, подписывайтесь, кому будет интересно и полезно. Итак, до новых встреч!